Германия долгие годы жила с мантрой «торгуй с диктатором, и он станет приличным человеком». В это верили и в Бонне, и в Берлине. Газ из России казался чем-то вроде успокоительного. Дешевый, стабильный, вне политики. Приветствую на утилизаторе реальности. Сегодня разберем, как Германия помогала Украине в этой войне, где немцы тянули резину, а где реально включились и дали то, что решало на фронте. Будет и критика, и факты, без приукрас и фанатизма. Украина для немцев до 2022 это была такая неприятная необходимость. Газ идет через нее, значит, надо с ней считаться. Но всерьез Киев в Берлине не воспринимали. Мол, страна-буфер, еще и коррумпированная, пусть сама разбирается. В 2014-м, когда Россия влезла в Крым и Донбасс, Германия заняла позу миротворца. Меркель придумала Минск, якобы мирные договоренности. Красивый фасад, за которым Украина просто тянула время и хоронила людей. Но настоящий символ немецкой близорукости – Северный поток-2. Пока Украина кричала, что Россия использует газ как оружие, немцы спокойно тянули трубу под Балтийским морем. До последнего убеждая себя – это просто бизнес. Да-да, бизнес на крови. А потом наступил январь 2022 года, месяц до полномасштабной войны. Что же подарила Германия Украине? 5000 касок. Ни танки, ни гаубицы, даже не патроны, каски. Кличко тогда пошутил: «А подушки не забудете?» И это был лучший стендап года. Москва в тот момент ржала так, что слезы текли. Германия вооружает Украину мягкими предметами. Новый жанр абсурдной комедии. Вот так выглядел немецкий серьезный подход к самой большой войне в Европе со времен Гитлера. Каска против танка, подушка против Искандера, Германия против реальности. 24 февраля Германия проснулась с разбитой головой и пустым холодильником иллюзий. Все эти годы изменения через торговлю казались умной стратегией, а в одно утро превратились в мем. Ракеты по Киеву, и внезапно становится ясно. Дешевый газ не отменяет агрессию, а лишь ее субсидирует. Шольц выходит к Бундестагу и произносит слово, которое немцы обычно произносят раз в поколение – «Zeitenwende». Перелом эпох. Это когда тихая, размеренная ФРГ вдруг понимает, либо ты делаешь выбор, либо выбор делают за тебя. Заморозка Северного потока-2 здесь и сейчас. И это момент, когда пацифизм, такой удобный в мирные времена, становится роскошью, за которую платят чужими городами. Страна, которая боялась эскалации, впервые говорит вслух «эскалацию» начал Кремль. И если Украина упадет, падать начнут и ваши цены, и ваш комфорт, и ваша безопасность в одну страшную яму. Понятно, что бюрократия еще пытается тормозить, ищет формулировки, слова аккуратно, поэтапно. Но поезд уже пошел, и на табло больше не компромисс. Да, поздно спохватились. Да, до этого была труба, самоуспокоение и бесконечный диалог. Но в тот день Германия наконец выбрала сторону. И это было чертово правильно. А всем, кто шептал «ну давайте еще повременим, вдруг рассосется», история в тот день ответила коротко и грубо: «Не рассосется, блядь». После касок немцы выглядели как школьник, который на драку пришел с коробкой пластырей. Мир ржал, Украина бесилась, а Берлин делал вид, что это взвешенная политика. Но когда стало совсем жарко, у Германии вдруг нашлась железка пострашнее резиновых подушек. Весной 2022 на горизонте появились зенитные установки «Гепард». Старые, шумные, но все-таки пушки. И вот тут немцы сделали главный трюк своей дипломатии. Мы не поставляем тяжелое вооружение. Ну ладно, поставим. Но так, чтобы самим страшно стало. В Бундестаге начались истерики. А вдруг Путин обидится, а вдруг мы втянемся в войну? Слушайте, парни, Путин уже обиделся на все человечество. Ему для войны не нужны ваши поводы. И тогда в немецкий словарь вошло новое слово «шольцен». Это значит красиво пообещать, сделать паузу, собрать комиссию, подождать до выборов, а потом, может быть, что-то сдвинется. Украинцы в это время умирали, а Берлин рассуждал, какой шрифт выбрать для очередного заявления. Ирония в том, что именно «Гепард», техника времен Холодной войны, стала первым серьезным оружием,
которое Германия отправила Украине. Как будто история сказала немцам: либо доставайте из гаража старое железо, либо будете копать новые могилы. И знаете что? Лучше поздно, чем никогда. Но, сука, слишком поздно для тех, кто уже лежит в земле. Каски и гепарды. Это было разогревом, а вот дальше началась немецкая классика. Театр затяжных обещаний. Берлин то ли хотел помочь, то ли боялся собственного отражения. На словах лидер Европы, на деле бухгалтер, который каждую пулю считает и думает: а вдруг завтра самим пригодится. Лето 2022 года. Украина просит тяжелую артиллерию. Германия достает гаубицы Пизех-2000. И это реально мощная штука. Но вместо того, чтобы сразу накидать десятки единиц, немцы выдают чуть-чуть, понемножку, аккуратно. Как будто война – это шведский стол. Возьмите, но не переборщите. Потом история с ПВО Ири-Т. Новейшая система, которой даже у самой Германии не хватает. Украина в октябре горит под ударами ракет, и только тогда Берлин ломает табу и сует первый комплекс. Красиво подано. Мы первые, кто дал вам современное ПВО. Да, только дали, когда людей уже неделями выносили из-под завалов. И, наконец, священный немецкий танковый тупняк. Леопарды стояли в ангарах, как музейные экспонаты. Союзники давили, Украина умоляла, поляки плевались, а Шольц все мямлил. Без США мы не решимся. Ну серьезно. Канцлер страны с мощнейшей экономикой Европы ждет, пока дядя Джо из Вашингтона разрешит ему пернуть в сторону Москвы. И только когда Байден сказал: «Ладно, мы дадим Абрамсы», Германия отважилась открыть клетку с леопардами. Вот она, храбрость 21 века – ждать разрешения от старшего по НАТО, чтобы не обоссать штаны от собственной смелости. Немцы долго строили из себя философов. А вдруг танки обидят Путина? Серьезно? Ублюдок, который стирает города с лица земли, обидится из-за леопарда? Он уже жрет Украину кусками. А Берлин обсуждает психоанализ диктатора, как будто это пациент на кушетке, а не военный преступник. И вот начался цирк. Мы не можем первыми. А вдруг эскалация? Пусть США тоже дадут свои танки. Это выглядело так, будто в баре началась драка, а Германия сидит в углу и орет: «Я выйду, только если сосед тоже выйдет, а то страшно». Поляки уже готовы были сами передать свои леопарды, чхать на все разрешения. И только когда Байден нехотя махнул рукой: «Ладно, дадимте Абрамсы через полгода», Шольц, как школьник после разрешения от мамы, согласился. Вот оно! Немецкое лидерство по-европейски. Но когда танки реально пошли на восток, это стало символом. Да, с опозданием, да, с истерикой и соплями, но факт. Леопарды снова двинулись туда, где их ждали, только на этот раз не за Гитлера, а против его духовного наследника в Кремле. Ирония истории. Страна, которая 70 лет повторяла «никогда снова», все-таки поняла. Иногда «никогда снова» означает взять чертов танк и раздавить оккупанта. Германия десятилетиями сидела на российском газе, как на игле. «Газпром» был для Берлина тем же, чем для алкаша является утренний стаканчик пива. Без него день просто не начинался. И вот Путин перекрыл вентиль. Весь этот дешевый комфорт в одночасье превратился в холодный душ. SP-2 похоронили. SP-1 взорвали. И немецкий бизнес внезапно понял, что их надежный партнер – это барыга, который всегда кидает на деньги. Теперь немцы судорожно строят СПГ-терминалы, как студенты перед экзаменом зубрят билет. Поздно, но страшно нужно. Да, немцы выдержали. Перешли на норвежский газ, катарский СПГ. Даже уголь снова оживили. Но ценник – десятки миллиардов. А инфляция такая, что обычный немец в магазине впервые за 30 лет начал считать каждую сосиску. И вот тут стала видна разница. На западе страны большинство сказало: «Ладно, потерпим ради Украины». А на востоке начался вой. Давайте включим «Северный поток-2», нам холодно. То есть люди, которые 40 лет жили под советским сапогом, вдруг опять захотели греться на кремлевской газовой батарее. История, мать ее, не учит ничему. Немецкая политика после 24 февраля выглядела как семейный скандал на кухне.
Зеленые вдруг стали ястребами. Те самые пацифисты, которые вчера спасали деревья, сегодня требуют танки и ракеты. Бербок и Хабек жгли так, будто всю жизнь ждали момента сказать «Да пошел ты, Кремль!» И знаешь что? Уважуха. А вот старички из СДПГ, эти наследники Остполитик, выглядели как алкоголики, которых застукали в сортире с бутылкой. Шрёдер вообще превратился в ходячую карикатуру. Бывший канцлер, а ныне газпромовский швейцар. Серьезно, чувак, ты из федерального канцлера переквалифицировался в карманного карлика Путина. Позорище на весь мир. Шольц? Этот парень пытался сидеть на двух стульях. В Киеве его ждали как лидера Европы, а он изображал обиженную ливерную колбасу. Прямая цитата украинского посла, между прочим. И она идеально описывает бесформенное, мягкое и с неприятным запахом. И вот пока одни спорили, другие орали у Бранденбургских ворот. «Нет танкам! Это не наша война!» Коммунисты и неонацисты в одной колонне. Левые и АфД вместе держат плакаты «Остановите эскалацию». Это даже не протест. Это оргия политического кретинизма, где русские деньги и полезные идиоты целуются в десны. Германия после этого выглядит как страна с раздвоением личности. Одна рука тянет леопарды в Украину, другая гладит по голове кремлевских лоббистов. И если бы не давление союзников, немцы до сих пор сидели бы, драча на свои каски и надеясь, что Путин образумится. Ну а вы были на канале «Утилизатор реальности». И да, я сегодня немало наехал на Германию. Но давай честно, без ее помощи Украине было бы куда тяжелее. Так что за танки, ПВО и миллиарды евро искренняя благодарность. Критикуем мы, потому что, на минуточку, ведем как-никак полномасштабную войну. И все же хотели бы как можно больше помощи и поддержки. А за то, что уже сделано, респект вам огромный, не побоюсь этого слова, братья-немцы. Ну а вы, друзья, спасибо, что досмотрели. Пишите в комментариях, что думаете на эту тему. Особенно мне было бы интересно услышать мнение немцев или тех, кто там сейчас находится, так как я прекрасно в курсе того, как тепло немцы приняли наших беженцев. Да что тут говорить. Мой родной 15-летний сын сейчас там. Димка, привет и тебе. Жду обязательно комментарий и от тебя. Ну а в остальном всем спасибо за просмотр и слава Украине!